Девочка, увидев новорожденного ребенка в объятиях матери, твердо заявила: «Он мне не брат». Первоначально родители отнеслись к ее утверждению как к простой ревности. Однако после ряда странных инцидентов они решили провести анализ ДНК, чтобы убедиться, что младенец действительно был ее братом. Удивительно, но этот тест раскрыл неожиданную реальность. Моника и Стефан были образцом пары, вызывавшей зависть у окружающих. Церемония их бракосочетания была похожа на страницу из романтического романа, проходившую под безмятежным голубым небом в окружении близких родственников и друзей. Живя в пригороде Парижа, они являли собой образец идеальной гармонии, мастерски сочетая привязанность и партнерство. Поскольку в их жизни все складывалось идеально, они решили стать родителями, отпраздновав первую беременность Моники. Через 9 месяцев родилась Луиза, их первая дочь, которая сразу же стала центром мира Моники и Стефана. Она была необычайно привязана к своим родителям. Даже в младенчестве она редко плакала и быстро начала проявлять признаки незаурядного интеллекта, приводя Монику и Стефана в восхищение. Когда Луиза приблизилась к школьному возрасту, семья с радостью восприняла новость о второй беременности Моники. Луиза, которой было всего 6 лет, была взволнована и часто нежно гладила живот своей матери, желая поприветствовать своего будущего брата или сестру. Вторые роды Моники оказались гораздо более тяжелыми, чем при рождении Луизы. Она готовилась к естественным родам, однако после нескольких часов напряженных схваток не было никаких результатов. Осознав серьезность ситуации, врач немедленно провел обследование и определил, что продолжать естественные роды слишком опасно. Поскольку время поджимало, а здоровье Моники было под угрозой, бригада медиков решила провести экстренное кесарево сечение. Стефан, присутствовавший при этих напряженных моментах, был полон беспокойства. Он был согласен с решением о проведении кесарево сечения, чтобы облегчить страдания Моники. Несмотря на свои опасения и сильную боязнь крови, Стефан был непреклонен в том, что оставался рядом с Моникой, держа ее за руку, пока хирурги готовились к процедуре. Тем не менее, когда началась операция и был сделан первый разрез, его охватила фобия, и он потерял сознание прямо в операционной. Операция прошла успешно. У Моники и новорожденного, красивого мальчика по имени Эрик, состояние здоровья было стабильным. Когда Стефан пришел в себя, он был рядом с Моникой, которая все еще ощущала последствия наркоза. Переполненный облегчением и восхищением, он наблюдал за ней, радуясь благополучию своей жены и новорожденного сына. Первое кормление Эрика стало глубоко трогательным моментом для обоих родителей. «Мы сотворили еще одно маленькое чудо. Любовь моя», – прошептал Стефан, нежно целуя Монику. Когда настал день выписки Моники из больницы, в воздухе витало волнение. Луиза вместе с бабушкой Сильвией ждала встречи с братом. Как только открылась входная дверь, Луиза бросилась навстречу матери и, впервые, увидела Эрика. Но то, что произошло дальше, застало всех врасплох. Вместо радостных объятий лицо Луизы омрачилось, и она решительно покачала головой, заявив: «Он мне не брат», что повергло всех в шок. Наступившая тишина была полной замешательства, поскольку все присутствующие пытались понять, серьезно ли говорит Луиза или просто шутит. Первой тишину нарушила бабушка Сильвия, которая потребовала от Луизы объяснений. Однако девочка хранила молчание, и Стефан мягко посоветовал ей еще раз взглянуть на Эрика. Однако Луиза, все еще чем-то убежденная, покачала головой и побежала в свою комнату. Моника и Стефан обменялись обеспокоенными взглядами, сбитые с толку неожиданной реакцией их дочери. Во время их размышлений бабушка Сильвия поделилась своими соображениями, предположив, что им не следует слишком беспокоиться, поскольку реакция Луизы может быть типичной для детей, которым внезапно приходится делить родительскую любовь с новым братом или сестрой. Она порекомендовала им активно привлекать Луизу к уходу за Эриком и заверить ее в своей непоколебимой любви.
Несмотря на усилия Моника и Стефана воплотить в жизнь предложение Сильвии, последующие недели не принесли никаких положительных изменений в отношении Луизы. Она держалась на расстоянии от Эрика, время от времени повторяя свое тревожащее утверждение о том, что он ей не брат. Прошло 6 месяцев, и семейная жизнь, которой они когда-то дорожили, была омрачена необъяснимой отчужденностью Луизы. Обеспокоенный возникшей проблемой, Стефан убедил Монику обратиться за советом к детскому психологу, подозревая, что поведение Луизы может быть вызвано глубоко укоренившимися проблемами, требующими экспертной оценки. Несмотря на несколько сеансов, Луиза твердо настаивала на том, что Эрик не является ее биологическим братом. Утверждение, которое она не могла логически объяснить. Отметив интеллект Луизы и склонность к логическому мышлению, доктор предложил новое решение – ДНК-тест, который продемонстрирует биологическую связь между братом и сестрой. Луиза, несмотря на свой юный возраст, осознала важность теста и его потенциал для выяснения их семейных связей. Моника сначала сочла это предложение чрезмерным, опасаясь, что оно может означать, что у них есть сомнения по поводу происхождения Эрика. Но Стефан увидел в этом простое решение, которое поможет Луизе принять брата и поможет наладить напряженные отношения в семье. Они провели ДНК-тест и взяли образцы у себя и своих детей, с нетерпением ожидая результатов, которые прояснили бы происхождение их сына. Во время ожидания они наслаждались моментами, проведенными с Эриком, отмечая его рост и основные этапы развития со смесью радости и предвкушения. Эрик еще не начал ходить, но уже сидел и проявлял первые признаки ползания. Его смех наполнял их дом счастьем, присущим только младенцу. Но атмосфера в их доме резко изменилась в пятницу утром, когда пришли результаты анализа. Стефан, который первый просмотрел отчет онлайн, был поражен результатами, не веря своим глазам. Его реакция быстро привлекла внимание Моники, которая подошла к мужу, чтобы убедиться в этом самой. Они оба были сбиты с толку и несколько раз перечитывали отчет, пытаясь понять смысл написанного. В документе четко указывалось, что ДНК Эрика не совпадает ни с одним из родителей, что повергло Стефана в состояние шока и навело его на болезненные подозрения в неверности Моники. Мужчина срочно обратился к врачу лаборатории за дальнейшими разъяснениями, но только для того, чтобы получить подтверждение первоначальных результатов. Эрик биологически не был связан ни с одним из родителей. Когда Моника ознакомилась с результатами, ее душевное расстройство было очевидным. Ее крики были полны ошеломляющей смеси смятения и отчаяния. Но как такое может быть? Пытаясь найти какое-то объяснение, Стефан предложил провести повторный тест, учитывая вероятность лабораторной ошибки. Но Моника, охваченная эмоциями, поначалу сопротивлялась. Затем, когда она спросила Стефана о том моменте, когда Эрика передали ей после родов, на нее снизошло озарение. Стефан признался, что не видел точного момента из-за того, что потерял сознание во время кесарево сечения. Когда он пришел в себя, Эрик уже был представлен им как их сын. Этот разговор заставил Монику и Стефана осознать печальную возможность того, что их ребенка могли подменить в больнице. Они оказались в мучительном затруднении, разрываясь между своей привязанностью к ребенку и обескураживающей правдой, открывшейся в результате теста. Следует ли им докопаться до правды, что может перевернуть жизнь их любимого сына, или проигнорировать результаты анализа и продолжить считать Эрика своим сыном? Эта дилемма глубоко затронула Стефана, который изо всех сил старался сохранять концентрацию. Через несколько дней, преисполненные решимостью добиться правды, Моника и Стефан обратились в больницу, где родился Эрик, что побудило администрацию начать расследование. Больница приступила к работе по выявлению любых недоразумений, связанных с новорожденными при рождении Эрика. После тщательного расследования они обнаружили возможность, связанную с молодой парой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, у которой может быть их биологический ребенок.
Эта пара, недавно покинувшая свой дом в результате стихийного бедствия и живущая у родственников, испытывала финансовые трудности. Эта ошибка в родильном отделении неразрывно связала две семьи, поставив их в непредвиденную и очень эмоциональную ситуацию, заставив обе пары родителей пройти через сложный лабиринт чувств и решений, касающихся их будущего. Узнав правду, молодая пара была поражена смесью недоверия и горя. У них установилась неразрывная связь с маленьким мальчиком, которого они считали своим, и мысль о разлуке с ним казалась непостижимой. Точно так же Моника и Стефан были раздираемы чувствами. Их отношения с Эриком теперь были омрачены осознанием того, что он не был их биологическим ребенком. Приняв эмоциональное решение и руководствуясь чувством справедливости, обе семьи согласились обменять детей, которых они привыкли обожать как своих собственных. Это решение стало глубоко болезненной главой в их жизни, поскольку потребовало расставания с детьми, о которых они заботились и которых любили с момента их рождения. После завершения обмена для семей началась новая глава, несмотря на то, что одна из самых трогательных страниц подошла к концу. По дороге домой Стефан вел машину в задумчивом молчании, в то время как Моника нежно прижимала к себе их биологического сына, размышляя о том, сколько времени потребуется этому ребенку, чтобы признать в ней свою мать. Стефана преследовало воспоминание о интуитивном ощущении Луизы, что Эрик не был ее братом, что оставалось загадкой в их необычной истории. Когда Моника и Стефан вошли в гостиную с ребенком, интерес Луизы был очевиден. Моника опустилась на колени, чтобы Луиза могла рассмотреть его поближе. Малыш протянул руку, и лицо Луизы озарилось теплой, понимающей улыбкой. «Это мой брат. Можно мне подержать его?» — спросила она, и ее голос, наполненный уверенностью, тронул всех присутствующих. Этот момент ознаменовал начало исцеления и надежды, поскольку семья стала свидетелями зарождающейся связи между Луизой и Эриком. Малыш быстро адаптировался к своему новому дому, и вскоре родители почувствовали к нему глубокую любовь, которую сопровождали радостные отношения Луизы и ее брата. Загадка первоначального предположения Луизы о том, что Эрик не является ее братом, остается интригующей семейной историей, которую Луиза не может объяснить по мере взросления. Это доказывает, что детские инстинкты могут быть на удивление глубокими. Дорогие зрители, что вы думаете об этом феномене? Это интуиция или просто совпадение? Мы будем рады вашим мыслям и обсуждениям в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.